Привет, дорогие друзья! Вы попали на семейный канал. Серию мы начинаем с хутора, с дома в лесу. Усаживайтесь поудобнее. Вам приятного просмотра, а мы начинаем. Весь двор сразу косить не буду. Скошу изначально, точнее скосил изначально вот этот участок возле дровника, потому что сюда сейчас хочу перенести весь материал, который мне еще понадобится. Потому что если косить везде, то после того, когда вот это уберется, надо заново проходить под вот этими вот досками и еще раз косить. Вот эти вот листья, какой-то мусор там всякие, веточки. И вот две эти кучки обязательно, конечно же, пойдут на удобрение в грядке.
Падает очень много листвы, и мы ее выносить не будем. Никуда выбрасывать там за двор. У нас есть компостная куча. Плюс мы изначально рассыпем это все по грядкам, это все перекопаем для того, чтобы за зиму оно все перегнило и уже было как удобрение. По грядкам у нас что осталось? Помидоры, но их уже мы, наверное, с Яной в следующий раз приедем, тоже их достанем. Кабачок там один, морковка. И вот такая вот красота у нас начала расти в конце августа. Вырос такой маленький арбуз. Вот лето закончилось, и он начал расти. Но, наверное, таким он и останется, маленьким. Когда Яна определится с тем, какие грядки ей еще нужно, возможно, доделать, что она еще хочет, я сделаю грядочки, навозим песка, вместе с листвой это все перекопаем. В общем, подготовим к зиме. Ну, а там уже, чтобы по весне сразу приступать к посадке.
Почему я сделал вход с обратной стороны, как в дровник, так и вход в постройку? Ну, потому что с лицевой стороны вот так вот красиво дровничок смотрится. Ну, а вот сзади я могу спокойно сюда привозить дрова, вот здесь вот их так загружать, пока не сложил. И во дворе как бы будет чисто, аккуратно, нигде ничего валяться не будет. И пока дрова мы складывать не будем, они немножко здесь полежат, потому что мы заказали огнебиозащиту, которой хотим обработать дровник. Он обработан антисептиком, вся доска, все бревна, но еще хотим обработать огнебиозащитой. Ну, потому что как бы хочется, чтобы он простоял там не год, не два, а хотя бы немножко побольше. Поэтому немножко нужно потерпеть. Две кучи перебрали. Одна, которая была возле дровника, вторая, которая была возле дома. Там самая большая была. Что-то перебрали на материал, что-то на дрова, что-то сожгем. Поэтому возле дома уборку начали. Уже как бы почище становится. Сейчас хочу немножко покосить там на въезде возле дома. И уже буду собираться и поеду домой. Встретимся завтра, наверное, вместе с Яной здесь.
Традиционно осенью нужна обходка леса, да? Мы ехали на хутор. И в прошлом ролике мы с вами ходили у нас там возле дома, и мы вообще ничего не нашли. Я в интернете смотрю, все собирают грибы. Я уже тебе вынесла мозг. Найди мне лес с грибами, потому что я хочу насобирать грибов. И мы вот по дороге ехали, и у нас, пока мы едем, есть лесопосадки такие, там. И мы просто решили остановиться. Вот, и сразу вдоль дороги мы нашли, то Вот ли это это интересно. маслята, то ли Ну, это типа как я думаю, что это подрешетники. либо подрешетники, Либо это что-то ложное. это ложный масленок. Покажи снизу. Ну вот. Нету юбочки. Вот это смущает, нету юбочки. Возможно, что-то ложное. Но вот мы взяли чуть-чуть. Покажем. Покажем дедушке с бабушкой. Они у нас спецы, жизнь прожили, грибов видели много. А сейчас мы начинаем натыкаться на польские. Но смотрю, тут уже ходили, потому что там разрыто. Короче, кто что не собрал, будет наше, наверное. Ну вот мы, считай, только зашли. Ну, неплохо, мы походим, да? Угу. Может, еще по дороге где-нибудь станем до хутора. Хочется очень сильно грибов, потому что интернет полошит, а мы без грибов. Это не дело, надо исправлять ситуацию. В таких ножках длинных. Ну, Красивые. Да? Угу. Молоденькие такие маленькие. Ну что, ты наконец-то получаешь удовлетворение Да. от сбора грибов? Да. Я их нахожу. Конечно, еще, не массово, но уже радует. Уже Ты людей, такая. грибников много в лесу, может они уже Да. есть, просто Видно, уже их собирают. роют. А самое интересное, что я заметила, мы видели людей с палками. То есть они всякие бугорки поднимают палками, вот это все перерыто. Ну, так себе, да? После вот этого перерытого ходить мне не нравится. Вот лучше так ручкой и назад загреб. А то они разгребают, назад не загребают, и непонятно.
Но уже мы с тобой сегодня на суп или пожарить, мы с тобой сегодня по-любому насобираем. Поэтому охота на грибы, тихая охота у нас уже состоялась, можно сказать. Мы вот не с пустыми руками, есть что показать. Поэтому ищем дальше. С меня сегодня грибник. Что-то так себе. Я не вижу ничего. О, я только включился и я увидел. Красиво очень. Сегодня все грибы находит Яна. Мы сейчас забрели березки. Вот в такие вот березки мы забрели. Тут такая низина. Мокрая-мокрая земля. Я нашла 2 таких красавца. Я очень рада. Ты бы видел мои... Я кричала, да? Да, ты Иди кричала. сюда! Это я только что белого нашел, и ты сразу Да, двух мы зашли, где подберезовиков. березки растут. Хорошая такая большая поляна прям с ними. И вот такие вот красавчики. Хорошо, что мы сюда свернули. Будем дальше искать в этих березках. Наконец-то я их начал находить. Но у них такие ножки мягкие. Потому что они, смотри, уже какие большие. Вообще. Ну, Да. вот это мы с тобой нарвались на поляночку, получается. Поэтому... Нам как подписчики писали под последним роликом со щукой, что как-то выждал, наконец-то, типа руки не опустил. Мы тоже в лес ходили. И вот наконец-то мы начали настоящие грибы собирать. Мгм. Покажи. Чё же это? Покажи. Не. Не чага? Не. Это такие грибы, которые на березах растут. Ну ладно, я просто не видела никогда вживую, как чага. Ну вот прям на Она дереве, торчит, как шишка в голове. что- Я видела, как оно выглядит черное, все бабушка привезла, но я как именно Шишка. на Вот дереве. вылазит шишка на голове, такие чага, такая же с березы торчит. Все, пошли.
Вот мы и нашли лес, где будут расти лисички. Вот смотрите, какие уже съеденные. Ну что, давай посмотрим. Вот, У тебя в маленьком кошике много грибов получилось, а у меня в большом мало. ну, смотри, Ну видишь, да, вот это отличается. настоящий подрешетник, Вот а вот это ложный будет масленок. Ну, показывай, что ты там насобирала. Да, много я не Выкладывай белые бабки всякие. Ну, смотри, красота. Ну, вот этот самый вообще. Ну, покажи свой самый красивый. Давай я свой самый красивый, а ты свой самый красивый. Так вот у меня белый. А я тебе О, отдавала ну, свой да, один белый. какой? Вот этот ты... Не, Вот какой? этот, А, вот этот ты отдала. А вот это мой. А вот еще. Видишь? Ну, смотри, мы с тобой нормально не собирали сегодня. Польский. У нас эта охота удалась. Ну. У тебя сейчас... А вот это, смотри, какая водянистая. Ну все, нет, не надо, ее ложи. Ну, если что, можно посушить. Все водянистые. Короче, я в сомнениях вот в этих вот грибах. А вот эти сюда давай сразу сомнительные складывай. В этот Это кош. польский. А эти все давай в твой. Аккуратно, красиво сложим. У нас получится целый огромный кошек. Огромный кошек. Грибов. О, смотри, класс. Ну что, мы нашли еще одно место, получается, с тобой, Да. правда? Я думаю, что тут летом, вот в тех березках, которые мы попали с тобой, там такая низина, влага такая хорошая, сильная. Там и летом грибы были. Поэтому, вот это самая красавца. 4 белых мы нашли, да? Это не белая, это бабка. Вот эта. А, ну бабка. Там больше, наверное, еще был белый. Где-то. Тут что-то пищит, кричит, и я уже хочу домой. Я не понимаю, что это Это такое. ворона Она какая-то орет. Тут списки стояла вот еще. А вот это я сомневаюсь. это нам Но есть... бабушка поможет. Смотри, целый кош. С таким вот кошом, если бы ты в тот наложила, не было бы столько грибов. Вот так смотри, мы собирали целый кош грибов. Настоящих. Я еще хочу. Поехали по дороге, еще там станем. Поехали. Ну рассказывай, что ты сегодня планируешь. Да, у меня сегодня есть немножко грандиозные планы. Сейчас холодает, и мы будем рассаживать клубнику. Саженцы и наши там дальняя грядка, мы ее вообще будем убирать. Поэтому у нас были планы, что мы посадим здесь клубнику. Я взяла пленку. Специально, как у нас дома, она с отверстиями, куда сажается клубника. И мы сейчас определимся, какую грядку мы отдадим под клубнику, и еще обязательно в этом году мы посадим сюда чеснок. Мы чеснок не пробовали, вот поэтому здесь будет по-любому чеснок тоже. Сейчас его еще сажать рано, потому что погода не сильно холодная, он начнет расти. Но мы можем все подготовить и что-то где-то посадить. Сейчас будем разбираться с тобой и определяться, где мы будем это все делать.
нас еще на одной грядке он растет кабачок, но мы его уже сорвем, и уже, наверное, все, ничего не вырастет. И мы не показывали, у нас вырос маленький арбуз. Вот такой вот малюсенький. И он бы еще, мне кажется, вырос бы. Но он уже засыхает, да? Что мы его заберем? Он поражается, как фитофторы. Так и там он будет не спелый еще. Ну, посмотрим, что там будет внутри. Мы можем еще оставить, пускай полежит. Цвет он-то настоящего арбуза сейчас. Такой малыш вырос. Как вы уже поняли, перекапываем мы с листьями, так как компост наш прошлогодний, это все, что мы сгребли, он был пустой, и мы только начали его заполнять. Многие напишут, наши зрители, и скажут, почему вы не возьмете в деревне свой навоз. Мы приняли такое решение, что мы не будем сюда завозить этот навоз, так как у нас в деревне очень много медведки, и мы так предразумеваем, что она остается на зимовку вся в навозе. То есть сейчас становится холода, с огорода она уползает на зимовку, и она заползет в этот навоз. Тем самым мы, скорее всего, что 80%, я в этом уверена, сюда ее можем привезти. Но нам она здесь не надо, потому что за весь сезон огородний медведки я здесь не видела. И было принято решение, что мы всегда будем заготавливать компост из того, что у нас есть. Это мы будем убирать огород, сгребать листья. И мы уже сейчас подумываем, что нам надо переделать компост, определиться, где он будет в огороде, сделать немножко другой, с крышкой, и чтобы снизу можно было его достать, то есть постепенно. И нам советовали наши зрители, что мы туда можем добавлять специальные растворы, порошки, которые быстро дают гниению этому компосту.
Вот весь ответ на то, что почему мы так делаем. И, во-первых, у нас мы завозили только вот в ту грядку навоз из деревни. Дальше мы делали с нашего компоста из листвы. Но я считаю, неплохой урожай, ведь у многих тоже нет доступа к навозу, и они делают вот так же, как и сейчас делаем мы. Поэтому принято решение в лесу делать огород лесной, делать из того, что есть. Может, когда-то в дальнейшем мы здесь заведем какое-нибудь хозяйство, курочек там каких-то-нибудь, еще что-нибудь, и появится здесь какой-то навоз. Ну, это так, а теперь будем природными условиями, природными явлениями, как вот оно есть, будем делать компост из того, с чего мы здесь все найдем с вами. За осень, за зиму оно все перегниет в грядке, и все будет хорошо.
получилась грядка. Я считаю, неплохая. Посчитала я, будет 19 саженцев. Ну, И что вы. достаточно. Приехать на хутор и где-то съесть клубничку, да? Ну, я, увидеть, да, конечно какая она же, тут будет. Конечно же, я говорила, давай еще. Но меня пока остановили. Вот. Под чеснок грядки готовы. Под клубнику готово. Я рада. Мы готовы встречать осенние холода и чтобы заниматься уже посадками первыми на Новый год огорода. Все дела сделали. Ну что, сегодня уже мы все. Мы сделали большое дело. Мы начали заниматься огородом. Меня это очень радует, Ну да. как все понимают. Мы сходили в лес, нашли грибов, я тоже рада. Очень прям. А еще мы должны покрасить дровник, но у нас немножко надо подождать. К нам едет средство для обработки дерева. Оно обрабатывает от короеда, от плесени, от гниения. Ну, немножко надо подождать, задерживается нам доставка. Мы обработаем и сразу там высохнет день-два и начнем красить, и все будет готово. Поэтому сейчас поедем в деревню. Может, еще в деревне чем-нибудь позанимаемся. Тоже работы хватает, и огород надо убирать. Есть чем позаниматься. Поэтому на сегодня на хуторе все. Поехали в деревню. Боровички хорошие. Это мы на полянку нарвались такую. Ну. С ними Да мы очень просто шли, а потом в березки как Хорошие. зашли. И так интересно, вот растет Хорошие. сосна со сосна береза, и сразу я так все возле березы будет. Даже давка. грибом пахнет. Да, Ну. хорошие. Да. Хорошие. Нам тоже понравилось там ходить. И эти, и бабки есть Бабки. эти. Угу. Ну, бабки такие, о, И польские. хорошие, молоденькие. Они тоже кучками, они только начинаются. И польские. Ну, польский такой Польські заморож. вже старі такі. Ну, Ну, это- да, ну есть, но... Не хватает ему подпитки. Дождей Нема нет. дождей. Мгм. Вони як дожді, то На такі. высоком месте, да, росли? Польские? Ну, вот эти грибы. Нет, это наоборот в яме. Это наоборот, мы зашли в березы. Мы зашли в березы вниз, и там будто такое эти типа, березы как как болото, будто болотистое Ну, место трохи было. влаги, где влажно. Мгм. А бабки, а вот эти бабки растут. А эти там, бабки где мох, на Вы покупали возвышенности. этого кошика? Это Николь кошек. Это Тимень, Николя, Тимур. А, Тимуров Николь Мама плетеный. моя у дедушки какого-то купила, плетеный. Ну, это с молокеты. Ну, а с він другой такий. стороны, мы как бы кош грибов набрали. Його треба акуратно не кидати, щоб тут вони перебились, бо їх переб'ється. А, и он расплетется, да? Він розплететься. Мгм. Його акуратно не Ну, я вот не кидати. научился кошики плести. Так Мой надо. батько не умел, и я не научился. И коров пас когда-то в детстве. Ну, надо было научиться. Ну, смотрите, какой кошек. По итогу-то что сказать людям? Целого коша грибов нашла. Так выходит? Ну, да. Целого коша белых. Смотря какой бабок. кош. Ну, так я же говорю. Так я не говорю, давай в один соберем, уже кош получится. Это получился. Не, ну, для не менее ничего, это Не, ну, погуляли. Нормально. нормально. Надо искать места поблизости. Зачем много? Зачем брать столько? О! Надо брать столько, чтобы взял, покушал и все. Ну мы посмотрим, сколько вы завтра насобираете. Будете брать, чтобы Я не покушать. сам еду. Я еду во. А она то еще в карманы наложит. Мало то, что целый багажник. Когда-то пуще одного года, не знаю, сколько лет назад.
Вот такие. Иду, и пошли, она теряется, пошла, то пошла, ну ладно. А я иду, так смотрю, 14 штук вот таких. Ты представляешь, что такое поляна? Ничего себе. Я раз и повырывал все. И зову ее, иди сюда, отойдет. О, а зачем ты вырывал? Говорю, а что? Чтобы кто-то вырвал? Я повырывал кучу, говорю, иди сюда. Да, вот такие. 160 штук вот таких грибов. Ничего. Представляешь? Жили за раз. Это куда это вы Это там так один такой забрели? год был грибной. Там, в пуще. Да. Возле Каменюк. Ох, и грибной год был. Ну да. Ну такие настоящие, не то, что там такие заморыши какие-то, настоящие гриби. Угу. Такі чорноголові. А, Тоді як не Ох, сушили, і то я було. не знаю, скільки ми років їли ці гриби. ну, набрали тогда. Ну, это редко бывает такой вот грибной. Так дождей сейчас нет. И еще место надо знать, где они, видишь, ну, уже потом ездили на следующий год, нет, нема. А там такие эти ели высокие, там заблудиться, там шли туда дальше, пошли. Я ориентируюсь так троху. Армейская закалка. Там мужик с бабой тоже потерялись, помнишь? Выводили. Там потеряться легко. Пусть. Мне тут Кравченко Вася говорил, вот у меня права, вот это, ты ездишь вот за грибами, ты как раньше как-то, не знаю, сколько лет. У меня такие места, там пущи есть, вот вы поехали. Вася, я говорю, езжу сюда. С бабой ехал, то этот мужик мотоблоком с бабой збирали гриби. Ну, які, ну, тут що рядом живуть. Дивені, это, тут, це теж не видно. То Дивень, то що ліс ще туди пішов. Діда в своїй машині їхав. Пошли, малышня. Писали нам зрители наши, что чем мы обрабатывали вообще теплицу, потому что у нас нет фитофторы. И мы отвечали, ну, в принципе, вообще, честно, ничем. Вообще ничего Мы не не делали. брызгали. Единственное, что мы сделали, когда начался сезон, когда у нас еще рассада была маленькая, ну, мы высадили, да, через какой-то период, там, небольшой, мы здесь разожгли табачная шашка. Именно табачная. Она разжигается, может разжигаться с растениями. Это все, что мы сделали. Ну, у меня там маленький пузырек йода. Я проткнула там дырочку и все. Все, больше мы ничего не делали. Кто нас смотрел ранее, в прошлом году, знает, что у нас здесь очень сильно фитофтора. У нас деревня на участке, болотистая такая местность когда-то была. Здесь торф, и здесь очень сильно гуляют туманы. И мы тогда урожай не спасли, мы его и обрабатывали. И чем только мы не прыскали, все равно все почернело, мы все выкинули. Мы вообще в прошлом году не ели своих помидор. Вообще, мы покупали их в магазине. Вот это на самом деле не придумано. Здесь теплица, я думаю, что тоже спасает, хотя мы ее не закрывали. Ну и я сделала такой вывод. Я сама, ну, как бы немножко в шоке, потому что я думала, что нас даже теплица здесь не спасет. Но мое такое, наверное, мнение, что это все-таки это табачная шашка. Я не знаю, как кто мне, может, напишет, кто-то пробовал. Ну, у нас все лето теплица открыта была. Еще Да. может быть это. Даже сейчас. Никогда тут сырость не собиралась. Ну, Даже вот сейчас вон, у нас стены вообще ни влаги, Вот ничего, и на крыше ничего я маме нету. давала тоже в теплице, она сжигала. Там шли на наборе 2, и я говорю, давай попробуем. Я очень сильно боялась, что когда растения, тут было настолько воняло табаком, прям настоящим, мы еще тогда смеялись, дедушка заглядывал, тут было все закумарено. И я думала, что, ну, не дай бог, погибнут растения. Ну, как-то так. Что хочу сказать, что на следующий сезон, я не знаю, сработало это или что, но мы ничем вообще не обрабатывали. Ни молоком с йодом, ни фитоспорином, ну, вообще ничем. Просто в начале сезона, после высадки нашей рассады, через, может, недели 2-3, мы запалили табачную шашку. Все. И я
буду в следующем году делать точно так же. Не знаю, проверим. Ну, вот это она так действует или нет. Все, поэтому кто просил какие-то советы, ну все, нет никаких больше советов. Просто табачная Табачная она такая шашка, ужасная, табачная пузырек шашка. йода и чтобы Любовь. вентиляция была. Да, и чтобы Не собиралась вентиляция влага. была. Все, вот у нас уже, как вы видели на хуторе, все черное. Мы сегодня все выкинули, она все поразилась фитофторой, все томаты, все стволы, все, они негодные, они пораженные, мы их выкинули. Ну, вот. И держим мы теплицу целый день с окошками приоткрытыми. Ну, вот. Все зелененькие, ну, как бы. Берите на вооружение, может и у вас получится это. Не могу сказать уверенностью 100%, что вот это именно это работает, но у нас сработало. Поэтому, не знаю, мы рады. Цвіту по буряках саме лучше нравиться садити. Вона типу цибулі, вона саме лучше. А вона ще тут з цієї сторони. Що там? Вот, вверх бери. Потім вже її воєнні. Что, друзья, будем заканчивать серию. Вот такая она у нас получилась. Мы еще успели приехать домой и немножко позаниматься. Яна грибы почистила. Завтра будешь что творить уже? Да, из Завтра будем из настоящих белых грибов есть грибной суп. Спасибо, что посмотрели. Всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. А еще я очень-очень внимательно, пока мы там занимались, Все сегодня грибы натренировали. наверное, я нашла клубнику. Понимаете? Клубнику. Вот такое бывает. Вот одна Спелую. спелая, но ее уже кто-то чуть-чуть покушал. И еще висит одна неспелая. Вот такие чудеса. Пойдем между детьми делить эту крошку наполовину. Ой, Она как сейчас должна быть, пахнет. она сейчас должна быть самая сладкая просто. Ой, пахнет прям вообще. Клубника в конце сентября. Да. Вот такое вот бывает явление.
Ді самага дзяцінства ўсё міла сэрцу так, схіліўшыся рабіна, абудзіць успаміны з вярбой, што ля каліткі пад родны кліча так, схіліўшыся рабіна, абудзіць успаміны з вярбой, што ля каліткі пад родны кліча дах. У зямлі бацькоўскай гэтай я чэрпаю вытокі святой вадой крынічнай, што сілы надае. Бліжэй быць немагчыма, бо тут мая радзіма, яна жыццё дала мне, каб жыць дзеля яе. На ўскрай палёў духмяных у вёсцы невялічкай душа адпачывае у водары садоў. Калі ідзеш па сцежцы да дзеда